Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня предлагаю вам свой фирменный рецепт тирамису без сырых яиц. Это нереально вкусный десерт. Готовится он буквально за 15 минут, даже время на пропитку не обязательно. Нам понадобится горький шоколад, натрем его на мелкой терке. Можно брать как горький, так и темный шоколад, в зависимости от того, какой вы больше любите. Для тирамису также можно использовать и обычный какао-порошок, но я решила взять шоколад, потому что с шоколадом получается вкуснее. Теперь приготовим крем. Для него мне понадобится сахарная пудра, поэтому сахар я перемалываю в кофемолке. Количество используемых мной ингредиентов я оставлю в описании под этим видео. Далее в чашу наливаем сливки жирностью 33%. Перед взбиванием я всегда отправляю сливки в морозилку примерно на полчаса. И перед тем, как вылить сливки в емкость, их нужно немного взболтать, потому что при хранении сливки расслаиваются. Начинаем взбивать сливки на небольшой скорости, постепенно ее увеличивая. На минимальной скорости взбиваем, пока не появится множество пузырьков. Если вы сразу начнете взбивать сливки на быстрой скорости, то они могут свернуться. Сливки нужно взбить в пышную массу, которая еще стекает с венчиков миксера. Время взбивания во многом зависит от качества сливок и мощности самого миксера. Теперь добавляем сахарную пудру и продолжаем взбивать сливки на средней скорости. Затем увеличиваем скорость и взбиваем совсем недолго, до мягких пиков, когда сливки перестанут стекать с венчиков миксера. После этого постепенно подмешиваем творожный сыр, взбивая на средней скорости. Сыр обязательно должен быть холодным. У меня на канале еще много рецептов вкусных десертов и тортов без выпечки. Ссылочку на подборку оставлю в описании под этим видео. Посмотрите, какой пышный однородный крем получился. Кроме того, я заранее сварила и остудила крепкий черный кофе. Теперь можно собирать наш десерт. Я взяла форму размером 27 на 16 сантиметров. Дно формы немного присыпаем натертым шоколадом. Далее берем бисквитное печенье, быстро обмакиваем его сахарной стороной в кофе и выкладываем в форму поверх крема. Кофе я перелила в глубокую тарелочку, диаметр которой должен быть больше, чем длина бисквитного печенья савоярди. Лучше всего обмакивать не все печенье целиком, а только до серединки. Тогда печенье не будет сильно разваливаться, при этом, когда десерт настоится, он станет мягким. Но если у вас нет времени на пропитку, то можно промокнуть печенье целиком. В этом случае десерт можно будет подавать сразу на стол. Таким образом выкладываем первый слой печенья. Теперь поверх печенья распределяем половину крема так, чтобы он покрыл все печенье. Снова обмакиваем печенье в кофе и выкладываем поверх крема. Далее распределяем оставшийся крем ровным слоем. Сверху посыпаем оставшимся шоколадом. Повторюсь, что вместо горького шоколада можно использовать и какао-порошок. Теперь накрываем форму пищевой пленкой и отправляем десерт в холодильник настаиваться примерно на 2 часа. Я не смогла так долго ждать и начала его пробовать сразу. Десерт получается легким, воздушным и совсем не приторным. Отказаться от него просто невозможно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал. Здесь вы найдете много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита!